Утро 2 октября, пятница. Взял выходной день, решил покататься сегодня немного. Ну, направляюсь. Поездочка небольшую. Такая у нас дорожка, пока грунтовка. Вот, горочки тут небольшие. Ну, это дело привычное. День сегодня хороший. Солнышко. Ну, не жарко, потому что уже осень. Осень уже чувствуется. Едем сейчас к парому. Красота, она вокруг нас. Везде. Хорошо не там, где нас нет, а там, где мы есть. И трава вовсе не зеленее здесь, чем на российском Дальнем Востоке. Красота есть как в Донецких степях, так и в Невадской пустыне, и в самом что ни на есть провинциальном поволжском городке. Я знаю, что говорю, потому что мне посчастливилось пожить во всех этих местах. Они разные, и в каждом есть что-то по-своему красивое. Стоит лишь посмотреть вокруг себя. Впереди туман. Спускаемся к парому сейчас. Поэтому перепад температур. Клинтоне, городок Клинтон, точнее не городок, а даже деревня. Вот возле парома. Здесь машинки заезжают на паром. Ну, нам в другую сторону ехать. Вон туда, на горочку. Ну, а паром вон он. С погрузкой, разгрузкой занимает, наверное, минут 20-25. Каждые полчаса они ходят. Здесь между Клинтоном и Маклтио городок такой на той стороне. Здесь две пристани, одна запасная, это главное. Вот, ну а нам туда. Такие вот дела, поедем покатаем. Здесь туман, но это потому что мы в низине сейчас. Поднимемся наверх, там будет солнце, вообще сегодня должен день быть солнечный. Едем против шерсти, пока там поворот будет налево. Специально для велосипедов есть дорожка велосипедная. Но нам надо добраться туда. По трассе не поеду. Будем более живописными путями ехать. Раньше здесь этого не было. А здесь построили дорожку. Вот такую вот. Да ты что. Здорово. Только я, по-моему, на пешеходный переход заехал. Для велосипедов вон там отдельно написано. Вот так, забираемся на горочку. Вон там паром. Не знаю, видно его в тумане или нет. Гудит. Может, мне счастливой дороги желает. А ну сюда. Тут лучше, чем по трассе. Там и горка большая, и машин дофига. Вот. А здесь дорога хорошая и живописная. Яблочки растут. И вон. Вот, ну а мы едем. Мотор работает.
колеса крутятся. Все в порядке. Вот из тумана бы нам выбраться. Хотя сейчас хорошо, приятно. Не жарко, не холодно. В самый раз. Сглупил я немного, повернул налево, думал поехать по этой дороге. А потом глянул на карту. Наверное, все-таки поеду я через городок Лэнгли. Называется. Там, получается, мне в другую сторону. Надо было по трассе подняться немного. Но ничего. Заехал я не сильно далеко. Сейчас поворачиваю направо, еду до трассы. А там сверну на Лэнгли. Это будет чуть дальше. Ну, зато заедем, посмотрим, что же это за городок. Здесь на южной оконечности острова. Вот, ну поехал я. Здесь все еще туман. Сейчас отъедем от воды подальше. Будет лучше. Потому что должно быть солнце. Выезжал, было солнце. Ни облака не было. Это здесь в низине. Возле пролива. Туман такой. И паром дудел. Не мне, оказывается. А потому что туман. Видно ему плохо. Выбрались мы такие из тумана, как я ожидал, поднялись на горку, но еще не совсем поднялись, еще немного у нас осталось, и туман рассеялся, почти. Дорога отличная. Ну вот пошла дорога на Лэнгли. Тут несколько вариантов у нас было, но я выбрал этот, наверное, самый быстрый. Можно было через парк поехать. Там велосипедная дорожка и пешеходная. И покрасивее будет, но когда листья падают. А сейчас там особо делать нечего. Здесь тоже хорошо. Вот, едем. О, интересное сооружение виднеется впереди. Это сколько металла, листов железа туда ушло. Опять туман. Блин. Здесь парк. О, сейчас заеду. Вот такая вещь. Кто-то самолет пускает радиоуправляемый. Аэромодельный кружок. Когда-то в детстве этим занимался. Проеду я через парк.
туалеты, детская площадка, качели. Все культурно, футбольное поле, да не одно даже. А вот игра не хочу. И здесь тоже. Поэтому мы сейчас поедем по таким вот дорожкам. Я благодарен своим родителям за то, что они научили меня радоваться тому, что есть. Пусть это даже немного. Это не значит, что у меня нет целей. Просто я понимаю, что совсем не обязательно лететь куда-нибудь за 3-9 земель, чтобы на время возомнить себя аристократом на каком-нибудь курорте или в чьей-то столице, чтобы в спешке запечатлеть себя на фоне известных достопримечательностей, не имея времени толком их посмотреть, и при этом постоянно считая деньги и дни своего отпуска. Мой отпуск сегодня – это выходной день, который я взял без билетов, брони, путеводителей или тургидов. Птички такие у нас. Орел и сокол, наверное. Это вход в парк. Вот отсюда я выехал. Лэнгли там. На паром дорога идет туда. Но мы проехали вот так. Вот, едем дальше.
В одном из предыдущих видео я показывал, что из себя представляет вырубка лесов. Там, правда, немного неудачный кадр попался. Вот, ну здесь еще разок. Вот так вот примерно это выглядит. Да, не очень красивое зрелище. Ну, вот отсюда берется древесина по всему миру. И в России, и в Канаде, и в Соединенных Штатах, и в Бразилии. Сейчас будет перекресток, поворот налево, и начинается Лэнгли. Это, наверное, один из... Да, наверное, самый большой городок здесь, на южной части острова. Население, не знаю какое, 1002, наверное. Много разных забегаловок, кафешек, ресторанчиков, магазинчиков. Сюда приезжают туристы. И там опять туман. Вот, блин. Кстати, когда начинается осень, паромы гудят постоянно, всю ночь, ну, пока не ходят. По-моему, с часу до 4 движение паромов приостанавливается, но все остальное время они ходят каждые полчаса. Ну и в тумане они предупреждают о себе и гудят, поэтому ночью звук слышен по всей округе. Въезжаем в туман опять. I'm going this way. Thank you. Вот библиотека, здесь центр этого городка. Автомобиль стоит. Здесь в этом городке две главные улицы. Сейчас заедем на другую, посмотрим, что там. Здесь когда-то бар был, назывался Будка. Будка в американском фольклоре. Если мужик поссорился с женой, то он идет к себе в будку. Ну, то есть будка сюда, в бар. Вот она, вторая главная улица. А машин много для октября, да еще рабочий день. Сегодня не выходной. Что они тут все делают? Не знаю, туристы. Вот мой велик с тыквами. Тут мальчик с собачкой. Интересная статуя такая, бронзовая. Стоит, смотрит. В хорошую погоду. Вон там
Видно пляж, набережная. Но сейчас практически ничего не видно.